Привет, мои дорогие! Что у него сегодня происходит? Это такой экспресс-расклад, который позволит вам узнать, что происходит у человека, который вам интересен. Что сейчас с ним или у него происходит. Синие и розовые карты. Розовая Ленорман у нас и синяя тоже Ленорман. И мы посмотрим на двух колодах. Вы, конечно, можете выбрать себе левый или правый расклад. Вы хозяин-барин. И это самое главное, что вы должны знать у меня на раскладах, что вы решаете, что делать. А я посмотрю, что сейчас у загаданного вами человека происходит. Вот синие карты все перед вами, и сейчас будут красные. Как он к вам сегодня относится? Думал ли он о вас сегодня? Что он сегодня к вам чувствует? Что он собирается делать? Собирается ли он назначить встречу? И неважно, живете вы с человеком или нет, что сейчас у загаданного человека происходит. Приглашаю вас сюда в студию ко мне. Это Ванкувер, Канада. И меня зовут Лена, если кто еще не знает. И я делаю расклады для вас, чтобы вам скрасить приятный вечерок или утро. И чтобы вы получили пользу от моих раскладов. Итак, по голубым картам. Что сейчас у мужчины происходит? Смотрите, он хочет вам подарить что-то, он хочет подарить вам кольцо. Он хочет выйти на свидание, сказать, что любит, подарить кольцо. Для некоторых это даже вплоть до того, что мужчина готовит признание. Признание и руки и сердца. Он готовит вам сюрприз, он вас любит и хочет точно с вами выйти на связь. Это обязательства выполненные. Если мужчина вам что-то пообещал и до сих пор не сделал, это выполненные обязательства. Это самая лучшая карта для отношений, что вы. Это карта кольцо, самая-самая лучшая. Смотрите, здесь у нас корабль. Мужчина может готовить путешествие, чтобы вас порадовать, вплоть в местный парк, в местный кофе-шоп. То есть кофейню вместе, может быть в туристическую какую-то поездку, может быть просто прогуляться по улицам. И да, будет встреча, свидание готовит, перемены в отношениях будут, в сторону плюс, конечно, смотрите. Карты говорят сами за себя, я всегда крупным планом все показываю. Итак, по синим картам вы вышли, госпожа, думает он сейчас о вас. Это карта госпожа. Вы для него человек, с которым он хотел бы быть всегда и вместе только, невзирая ни на кого. И он готовит вам сюрприз, подарок. Вот и все. Так легко все, да? Итак, что его может останавливать, если он до сих пор не связывается с вами? Карта гроб. Какие-то страхи. Может быть влияние третьих лиц или обстоятельств. Какая-то родовая карма. Иногда мужчина не сдерживает слова или не действует, потому что мешает как раз негативное влияние, кармический узел какой-то. Но это гроб, это ушедшие предки, которые, может, ему диктуют, что делать, потому что он хочет встретиться, он хочет сделать подарок, он хочет вас любить, но его что-то сдерживает. У некоторых проиграется, не у всех, у некоторых. Есть какие-то страхи. Например, что вы не примете его подарок, скажете, что он слишком дешевый. Мужчина должен дарить дорогие подарки. Такое клише, которое все-таки есть, оно витает в воздухе, да. Здесь бубен, может, денег не хватает на большой подарок, а маленький он ниже его достоинства, например, да. Или же считает, что вы заслуживаете только самого большого бриллианта в мире. Поэтому он не несет вам маленький подарок, ждет, пока у него будут деньги на бриллиант. Страхи какие-то, но встреча все равно будет. Мужчина сейчас планирует с вами встречу. Вы сами видите, потому что я карту же показываю крупным планом. Это карта всадник. Значит, мужчина хочет встретиться. Он хочет сказать, что любит, он хочет доставить вам удовольствие, хочет дать вам какой-то подарок. Или же подарить руку и сердце, себя подарить вам, да? А может, у мужчины какая-то болезнь, потому что все-таки гроб это может быть его недомогание, его плохое самочувствие, разбитые нервы, не повезло в том или в другом, он расстроился, он может быть раздражен по гробу, он может скрывать свои ощущения, скрывать вообще все, потому что
не умеет выразить мысли или еще что-то. Но всадник – это встреча, с мужчиной будет встреча. И всадник – это скоро, так что встреча будет скоро, да. А что у него сейчас происходит? Ну, он может быть с другом, друга помогает, родителям помогает, собака – это помощь. Собака – это тоже вы, то есть это тот человек, с которым он хочет быть, потому что домашние животные, с ними легко быть, они нам не противоречат, им легко угодить, потому что у них такие потребности, ну, сухо, тепло и слава Богу, и благодарны хозяину. Он хотел бы, может быть, у некоторых проиграется, что он хотел бы, чтобы вы с ним так обращались, чтобы вы просто ценили его, что он есть, и ничего от него не ожидали. Вполне возможно, собака – это такая преданность, такая любовь без всяких, что ли, условий, безусловная любовь настоящая. Вот. Мужчина сейчас хочет быть для вас вот верным другом, можно сказать, да, по этому раскладу. Что еще у него происходит? Лиса. Это может быть его бывшая, может быть другая женщина, если вы в треугольнике, может быть кто-то, кто им манипулирует, кто мужчиной управляет, кто хочет мужчину запутать, чтобы он сделал какой-то шаг. Знаете, неверный шаг, в смысле, чтобы он угодил вот этому человеку, этой лисе. Это может быть женщина. Гроб и лиса – это, конечно, что у него какая-то связь есть порочная, может быть неприятная кармическая связь с кем-то он не хочет быть, но его вынуждают какие-то обстоятельства, да, от него не зависящие. Он не может сосредоточиться, может, на себе, потому что кто-то ему постоянно мешает. Лиса – это помехи. Да, это помехи. У кого-то какой-то есть интерес, скорее всего, денежный, потому что трифовая масть – это деловой, денежный, шкурный, да. Трифа – это шкурный интерес у кого-то есть, да. Кто-то требует от него участия, требует внимания, то есть деструктирует его внимание, он не может сосредоточиться на ваших отношениях, потому что есть лиса, помехи, манипуляции, обман близких и родных часто, потому что лиса – это чаще родные, которые мешают вашим отношениям. Но встреча все равно состоится. Когда выходит карта всадник, то встреча непременно состоится. И, в общем, никакие интриги не смогут навредить. Решение остается за ним, другими словами. Вот такой у нас синий расклад. Продолжаем, дорогие мои, смотреть. Сейчас я сделаю для вас красный расклад. Что у него сейчас происходит? Синий расклад все четко открыл. Красный, может, дополнит какую-то информацию. Итак, что сейчас у загаданного человека происходит? Кого вы загадали, покажут карты. Может, кого-то нужно было загадать, вы не загадали. Крест. Ну, а в предыдущем раскладе вышел гроб. Когда выходит крест и гроб вместе, это часто хранители рода, которые хотят передать информацию, да. В общем, это судьбоносная карта. Мужчина, скорее всего, вам по судьбе, но с ним тяжелая карма, с ним все так нелегко складывается. Нелегко с ним это все складывается, да, и все, наверное, связано с тем, что у него, может, тяжелый характер или тяжелая карма. Какие-то интриги. Это точно. Что-то за интриги. Понимаете, по кресту это интриги, опять же, близких семейных людей, которые с ним связаны. Две карты вышло. Сердце и совы. Ну, совы – это двойная карта. С мужчиной будет у вас разговор. Если вы с ним разочарованы, вот по карте крест в нем разочарованы, да, по какой-то причине поссорились, крест иногда показывает на ссору, особенно когда совы вместе, потому что совы – это разговоры, крест – тяжелые разговоры. Может, с мужчиной состоялся какой-то тяжелый разговор, но он вас любит, сердце и совы, он хочет опять поговорить, он хочет встретиться, он хочет закончить тот разговор, который у вас оборвался по вине обстоятельств или других лиц. Но другие лица здесь вышли сразу, это крысы, это, конечно, другие люди, другие лица. Крысы и крест, тяжелые люди, завистники, неприятные люди, склочные,
Негативные. Это даже может быть вплоть до приворота. То есть кому-то выгодно, чтобы между вами было так сложно, так как сложно сейчас. Это крысы. Это люди, которые хотят, чтобы нарушить ваш покой. Да, это потери, чтобы вы потеряли друг друга. Кому-то это выгодно. Еще какая карта покажет, что у него происходит. Карта развилка, 22-я. Может быть, мужчина чувствует сейчас себя в тупике, что его зажали с двух сторон какие-то люди, недоброжелатели, негативные люди. Это вместе с крысами, это иногда негативное влияние. На мужчине может быть негативное влияние. И это негативное влияние каких-то крыс, семейных крыс каких-то, да, которые судачат. Совы, крысы, развилка и крест. Кто-то ведет тяжелые разговоры у вас за спиной. Поэтому вы не можете никак договориться, кто-то мешает вам. На сердце у него ложится вот такая вот волна переживаний. Волна переживаний. Угу. Может быть, крысы вместе с развилкой – это потеря денег. Может быть, он уволился или его уволили с работы, и он не знает, как будет дальше, где он возьмет денег, как он заработает. Две карты здесь у нас. Сад и клевер. Ну, сад и клевер – это две карты растения. Это карты очень хорошие, положительные. По карте клевер – это приятная встреча, это удачная встреча. Это когда мужчина и вы встретитесь обязательно. Сад – это общество, там, где вы и он встречаетесь. Кстати, вот такой расклад может показывать, что если вам кто-то перекрыл дорогу на личные отношения, то сад и клевер и развилка означает, что дороги на любовь откроются, и где-то, может, вас познакомят, или вы случайно познакомитесь где-то, где собираются люди. Сад иногда уже интернет, но в основном все молодые люди знакомятся по интернету. И часто удачно, потому что из тысяч и тысяч людей находят именно того, с которым много общего. Знаете, раньше по месту жительства примерно можно было там 2-3, кто посмелее был, 10 кандидатов на руку и сердце в моем возрасте, а кто скромный, у того 0 кандидатов было. Сейчас время интернета, так что нельзя сказать, что я хочу отношения, не могу встретить. Если есть желание, там пару английских слов в других странах даже. Во многих странах такая демография, что же женщин вообще меньше и так далее. То есть сад говорит по интернету, может быть удачная какая-то встреча, удачное знакомство, клевер. У некоторых это проиграется. Я вообще предлагаю все мои расклады смотреть. Собака повторилась, это место силы, двойная карта. У нас уже была карта собака, можно взять назад, перегнать и посмотреть. А это как раз встреча друга, потому что правильное это знакомство. Вначале люди дружат. Потом, если все идет на платформу вот этой аттрактивности, уже дальше продолжаются отношения. Потом люди пробуют жить вместе. Ну, так как сейчас делают. Хорошо это или плохо, это как есть. Мы можем думать по-разному. И все, что вы считаете, ваши правила жизни, они правильные для вас. Ну вот, потом люди съезжаются, начинают жить вместе, может, год, 2, 3, может и больше. И потом решают, что, может быть, хотят детей или узаконить отношения для других каких-то элементов. Не все пары теперь хотят детей, у каждого по-своему, и мы должны понимать, что мы не имеем права им диктовать. Вот тебе, мол, уже замуж пора, тебе детей пора. Мы не имеем права так говорить другим, язык уже другой. Так как они себе представляют жизнь, так для них и правильно. Кто мы, чтобы диктовать наши условия? Даже если вы мамочка, дочка, например, не замужем или замужем, но детей нет, или же еще какая-то такая ситуация, ну, она сама решит, как ей лучше жить. От вас она хочет только поддержку, но если это вы мамочка. Карта собака говорит, что вы встретите друга, или же, если вы уже знаете друг друга, здесь вы примирение имеете, взаимопонимание, у вас есть платформа общая, да, у вас вот такая мета-universe, вселенная между вами. Пока мы одни,
Это тоже интересная Вселенная. Если мы не интересны себе, мы не интересны никому. Если мы хотим отношений, наша Вселенная имеет уже другую Вселенную, еще одну, другой человек. И образуется такая метавселенная, то есть вы и любимый человек, и где-то вы должны обязательно держать какую-то дистанцию друг от друга, и у вас еще одна вселенная там, где вы встречаетесь для каких-то дел, или для любви, или для чего, а потом расходитесь по своим вселенным, даже если живете вместе. Это правильно с точки зрения астрологии, потому что у каждого человека не только там 7-й дом партнерства, но еще и другие 11 сфер есть в жизни, которые они часто, да, партнер влияет, но он там не главный, а вы главный человек. А собака – это вот уважение границ, личностных границ друг друга, и когда мы находим точки взаимоприкосновения, а то, что не соприкасается, ведь от разных людей произошли и так далее, оставляем как есть. И это позволит вам сохранить даже самые проблемные отношения. Но если мы хотим соприкасаться с другим человеком на все 360 градусов, так не бывает в природе. Вообще звезды никакие не соприкасаются. А отношения вот какая-то 1 градус только. 2 разных космоса, 1 градус, а все остальное не должно соприкасаться. Если мы хотим соприкасаться по всем 360 градусов, потому что мы космос, мы все вот круглый космос у нас, то это такие отношения обречены на провал. Это я вам говорю как есть, как астролог. Итак, у мужчины будут большие сердечные хлопоты, может быть, вам угодить, может быть, с вами жить вместе. В общем, сделать что-то для вас очень приятное по карте собака. Так что ожидайте от него какого-то шага. Но этот шаг будет очень приятный. Это случится скоро. Какая-то дорога у вас будет, потому что все-таки карта клевер – это дорога друг к другу, да, какой-то разговор, приятный разговор, встреча будет, может, неожиданное предложение от него. Собака – это неожиданное предложение. Что еще посоветуют карты? Это карта дерева, но это как вы породнитесь, да, сказать так словами. То есть это встреча друга души, действительно, там, где вы во многом сходитесь, у вас одинаковые предпочтения, цели жизненные, но это очень повезло, если у вас такой друг души есть, и это действительно предложение от друга души. Вы друг другу по судьбе по карте дерева, и по карте дерева вам хорошо с друг другом, то есть дерево – это всегда комфортно вокруг, да. Дерево, кстати, делает почву вокруг себя такой состав почвы химический, чтобы те растения, которые росли вокруг дерева, были созвучны. Вот природа, она уникальная, и из нее много можно брать для себя. Вот такое. Но если были какие-то плохие, дурные обстоятельства, это крысы, вы там видите, вот они. И какие-то крысиные разговоры шли, крысы и совы, то есть какие-то вредоносные, плохие люди пытались вам помешать. А то я вижу, что дерево – это сильная карта. Он не будет их слушать. Ребенок – это новая встреча с мужчиной. С мужчиной будет новая встреча и скоро. А встреча будет очень хорошая. Может, он готовит букет цветов, что-то свежее. Действительно, какой-то сюрприз хочет. Он не хочет прийти с пустыми руками, это точно. Но исход событий очень-очень перспективный, потому что ребенок – это возобновление отношений, новые отношения, новые какие-то дорожки друг к другу, новые радости. Если был какая-то хитрость, обман по крысам, то он уходит, потому что дерево и ребенок – это, конечно, новые какие-то моменты вашей любви. Это то, что я вижу, то, что на пороге. Еще возьмем карту, давайте эту. Букет. Конечно, это карта любви. Букет – это карта того, что ему очень нравится, как вы выглядите, ему вы подходите по внешним признакам. Мы, девочки, часто так сильно заморачиваемся. И часто в основном для других девочек. И женщины так часто, они такие все pretentious, они так выставляют куда-то одну только сторону себя. Они часто,
этим не интересны, да, вот можно это проследить на YouTube, или же по-русски YouTube, можно проследить, как неинтересны женские каналы часто, потому что очень, очень сильно хотят понравиться, и если женщина вдруг не понравится, то первый, кто на нее нападает, это другие женщины. Я по себе знаю. Потому что на меня часто нападают просто другие женщины. Ну, а есть такие мужчины очень, как бы, shallow, очень мелкие личности, которые считают, что если женщина уже не аттрактивна для него по возрасту, значит, она уже вообще не человек. Но наоборот, она может ему стать лучшим другом. Это очень интересное время для мужчин именно взаимодействовать с женщинами такими. По карте букет ваша красота не только внешняя, и вообще нельзя себя скрывать. Со всех сторон 360 градусов себе показывать нужно, да. А вот это красота ума. Потому что ум – это женская ипостаси, уму свойственна гибкость, да? Поэтому женщинам свойственна вот эта ипостаси женская, она ипостаси ума. А мужская сила, она больше грубая, мышечная, поэтому мужчинам свойственна ипостаси грубой силы, такой твердой, силы мышечной. Если человек понимает, что женское и мужское – это чувство, это ум, женская категория, и мышечная сила – мужская категория. Ум – это гибкость, как алхимик вам скажу, а мышцы – это твердость. Если есть хорошее сочетание, люди счастливы. Такие сочетания должны быть на уровне внутреннем, инь-янь, и между людьми. Но мужчины часто, они, или же они очень мелкие, или же они агрессивные, и они пытаются женщине внушить, что он глупее, что она должна подчиниться, что она вообще не сексуальной становится после климакса, а мужчина сексуальный долго. И даже в кавычках батюшки вам будут проповедовать такую историю, у него матушка всегда там на кухне и так далее. Хоть у него может и такое же образование, часто у этих батюшек там, что у них 2 высших образования, а у матушки 3, но она глупее, и она вот сексуально уже не человек, с появлением первых седых волос, и это очень-очень сексизм огромный. Он, конечно, в религии часто мы видим проявление, но есть очень просветленные священники, которые, конечно, так не думают. Но большинство унижают женщин, а женщины все равно, это их 90% прихожан, то есть они унижают своих же прихожан. К чему это говорю? Вы священнослужитель своего рода. Если вы уважаете какого-то батюшку, он вам хороший духовный наставник, это прекрасно. Но не забывайте, что никто не может священнодействовать в вашей ауре, никакой батюшка. Это в любом случае внешнее проявление духовности, там церковное и так далее. А для меня церковь – это вся земля, там лес, даже торговый центр, тоже церковь. Там люди немножко такие, знаете, которые запутались, ищут 101-ю футболку по скидке, избегание реальности такое, да, то есть для меня внешний мир – это церковь везде, это есть церковь, проявление реальности, и для астролога это так. А внутренний мир – ваша церковь, внутри вы священнослужитель. И внутри себя создайте такое состояние любви, что вы себя любите, вы до такой степени космически представляете любовь, вы до такой степени уютны в ощущении любви. Вот это и есть карта букет. Это ваша внутренняя и внешняя красота в любом возрасте. Не забывайте, что в любом возрасте вы красивы, вы в любом возрасте настолько интересны людям, насколько люди интересны вам, да, потому что только взаимообмен. Не работает больше это я буду ждать у окошка так, когда он придет и там разбудит меня, да. Но так не бывает. Человек, который ждет это окошко, ему нечего миру предложить, он, конечно, застыл в этом ощущении. Продолжаем жить, продолжаем искать. Если нет партнера, вы хотели бы, но не обольщайтесь, партнер не может сделать вас счастливой. Вы должны прийти счастливой к партнеру, потому что вам хочется делить счастье, да, друг с другом. И карта букет – это ваша красота. По этой красоте внешней и внутренней, но оно связано. Найдет ваш партнер вас или же помирится с вами, если вы поссорились.
знаете, что вы для него это сам идеал, внешний и внутренний идеал. Не нужно стараться, не нужно себя там показывать, как-то с одной стороны показывайте себя со всех сторон и делайте только то, что себе в кайф. Ну, я просто читаю так долго карту букет, она так сильно раскрывается. Вообще карты раскрываются мне столько, насколько я им позволю. Если я, могу одну карту целый день читать. Если она вот идет и идет и идет, если я скажу спасибо, достаточно, потому что я знаю, что люди любят, когда много карт выкладываешь. Хотя очень часто одной карты достаточно. Вот. Букет – это свидание, конечно, это примирение. Вы знаете, это подарки себе любимые или от мужчины, подарки от любимых. И расклад очень многообещающий. Мужчина действительно в вас заинтересован, и он вас не забыл. Несмотря что на какой стадии ваши отношения есть или были. Вы мне скажете, он меня забыл. Всегда, когда были отношения, человек помнит другого всю жизнь. Не бывает такого, чтобы забыл. Может, у некоторых какие-то другие жизненные обстоятельства, вас развела судьба, может быть, еще сведет, и такое может быть вполне, но не забыл это точно, так что в этом даже и не сомневайтесь. Вот такой расклад, мои дорогие. Я надеюсь, что вы с пользой для себя провели время и приятно было в моей компании скромного лица, а также в компании вот этих замечательных волшебных карт, которые и являются посредниками между вами и теми силами, которые хотели бы с вами поговорить, но по-другому невозможно, только вот через карты, через знаки судьбы. Карты – это такие знаки, метафоры судьбы, язык высших сил, и я рада, что я могу вам их прочесть. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, здесь все про вас и для вас. Делитесь видео с теми, кого вы любите, и будем видеться. Желаю вам добра, счастья и любви. Кто не знает, меня зовут Лена. Я из Ванкувера, Канады. И интернет – это, конечно, проявление Творца, Священного Духа, позволил нам встретиться, иначе мы никогда бы, наверное, не смогли встретиться, поскольку я живу на берегу Тихого океана, может быть, вы живете где-то в другом месте Земли. Но вот так магия позволила нам с вами поговорить. А еще магия позволила мне вам помочь. Я безумно рада. Пока-пока, дорогие.